Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я расскажу вам про самый древний символ богатства, удачи и счастья. Перед началом видео хочу всех поблагодарить за подписку на канал. Спасибо вам большое. А если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить полезные видео. Подкова – это древний символ богатства, символ удачи и счастья. Найти ее издревле означало отыскать свое счастье. Находку очищали, смазывали, проводили обряд и подвешивали над входом. Считается, что этот предмет поможет сохранить имущество, здоровье семьи, позитивную атмосферу в жилище, спасет от сглаза и плохих слов недоброжелателей. Также подкова привлекает успех и богатство, исполняет желания. В первую очередь она защищает дом от несчастья и бед. Как утверждали древние люди, вешать подкову необходимо именно над дверью. Она будет защищать дом и оберегать жильцов этого дома. Обычай вешать на стену дома подкову на счастье связан с древними египтянами и средневековыми легендами. Считается, что символом удачи подковы сделали фараоны. Фараоны подковывали коней золотом. На большие праздники они выезжали на своих колесницах в город. Иногда теряли подковы лошадей. Если бедняк находил такую подкову, то мог обеспечить себя счастливой жизнью на долгие годы. С расселением народов традиция собирать подковы распространилась. Самой популярной версией является версия о епископе Кентерберийском Дунстане, жившем в X веке. Епископ был искусным кузнецом. Однажды к нему постучалась нечистая сила и попросил подковать ему копыта. Дунстан согласился, сделал прекрасную подкову, а потом начал эту подкову прибивать к копыту нечисти. Но поскольку все он делал с молитвой, то нечисть испытала страшные муки. Из-за этого он взмолился. В обмен на свободу обещал не входить в дома, над дверью которых висит подкова. Согласно этой легенде, с тех пор над дверями вешают подковы. Есть несколько вариантов, как и куда повесить подкову. Если вы живете в частном доме, целесообразнее будет повесить оберег на дверь со стороны улицы. Таким образом вы обеспечите надежную защиту для вашего жилища от злых духов и недоброжелателей. Обычно подкову располагают рогами вниз. Таким образом, она защищает ваше жилище от проникновения нечистой силы, которая не может пройти через железо. Именно защитным функциям отдается приоритет в этом случае. Опущенные вниз рога подковы символизируют чашу, в которую забираются все негативные мысли и дурные пожелания тех, кто переступает порог дома. При этом плохая энергетика не скапливается в предмете, а наоборот, изгоняется, как бы стекая вниз. Перед тем, как закрепить талисман над входной дверью, надо загадать желание, держа его в руке, затем плюнуть на него и перебросить через левое плечо. Если вы живете в многоквартирном доме, то оберег следует повесить внутри квартиры на дверь. Чтобы талисман приносил удачу, нужно расположить его таким образом, чтобы он накапливал в себе все хорошее. Так как оберег находится в доме, значит все то, что он накопит в себе, будет оказывать влияние на домочадцев. Поэтому правильным считается расположение подковы рогами вверх. Считается, что подкова, расположенная рожками вверх, приносит достаток. В исконно русских обычаях подкова на двери всегда висела рогами вниз. У арабов, наоборот, принято вешать этот символ исключительно внутри и вверх ногами. Ведь размещенная снаружи, подкова собирает негативную энергию и направляет ее в землю. А внутри помещения, своими рожками подкова собирает положительную энергию и накапливает ее внутри дома. Это способствует его процветанию и богатству. В Западной Европе и Латинской Америке принято вешать подкову рожками вниз. В этом случае, как считают местные жители, счастье будет чудесным водопадом изливаться на них с небес. Исключение составляют Великобритания и Ирландия. Ее жители вешают подкову рожками вверх, не желая, чтобы скопившееся в ней счастье утекло из дома. В Мексике подкова и вовсе является неким сакральным предметом поклонения. Ее украшают лентами, ликами святых, облепляют монетами и вешают настолько высоко, чтобы случайный посетитель дома не смог дотянуться до нее и осквернить священный амулет. А вот по китайской традиции этот талисман размещают в северо-западной части жилья или закапывают в саду к северо-западу от дома, чтобы обрести удачу и поддержку. Сейчас, как правило, для жилища выбирают декоративные подковы. А раньше хорошим знаком было найти подкову на дороге и принести ее в дом. Особенно ценными считались подковы, выполненные из железа. Помимо оберегающего назначения, подкова может выполнять и декоративную функцию, украшая интерьер частного дома.
Для квартир лучше приобрести современный стилизованный оберег, чтобы он не выглядел слишком грубо. Действие оберега проявится только тогда, когда он будет активирован. Есть огромное количество различных ритуалов, которые способны пробудить силы подковы и направить их в нужное русло. Заговор должен обязательно проводить хозяин дома или квартиры, но присутствовать во время ритуала должна вся семья. Для того, чтобы привести в дом богатство и удачу, подкову нужно заговорить, потом дать подержать в руках каждому из членов семьи и по часовой стрелке обойти квартиру 3 раза. Очень важно во время обхода не молчать, а рассказать немного о проживающих в нем людях и попросить для всех несчастья, процветания и удачи. Но если в доме уже царит атмосфера добра и взаимопонимания и немного не хватает финансовой поддержки, тогда стоит провести ритуал на привлечение денег. Для этого подкову необходимо положить в нежилой комнате на подоконник и стараться положить так, чтобы на нее попадал лунный свет. Уже на второй день после проведения ритуала подкову можно вешать над дверью в прихожей комнате.